Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о том, что вам нужно вынести в срочном порядке своего дома, иначе вы таки будете продолжать беднеть и болеть, потому что именно эти вещи, эти предметы, к сожалению, несут не только негатив, но и разрушение в вашу жизнь. Обязательно досмотрите это видео до конца и, пожалуйста, сделайте выводы. Каждая вещь и предметы, которые нас окружают, они пропитываются энергетикой человека, который их носит или соприкасается с ними в повседневной жизни. И часто вещи хранят воспоминания, события, которые происходят в жизни человека. Они могут быть как положительными и притягивать в жизнь человека, которые их будут надевать или ними пользоваться, такие же события. А если вещь впитала негативной энергии, человек в ней пережил беду, то тогда, когда данная вещь будет надеваться, биополе человека будет подвергнуто разрушению. Могут возникнуть неприятности, ухудшаться самочувствие. Поэтому от вещей, в которых с вами произошли неприятности, лучше сразу избавляться, чтобы они не вносили негативные коррективы в вашу жизнь в самые непредвиденные моменты. Не стоит заполнять свой дом ненужными вещами. Перед тем, как что-то приобрести, вам стоит хорошенько обдумать, так ли вам необходима эта вещь. Если вы хоть на минутку усомнитесь в этом, то ни в коем случае ее не приобретайте, так как в данный момент срабатывает ваше внутреннее чувство и указывает на то, что данная вещь вам ничего хорошего не принесет. Для этого могут быть разные причины. Ее продает злой человек, вокруг которого все заполнено этой опасной энергией. Данную вещь примерял или брал в руки человек с очень тяжелой судьбой и соответствующей энергетикой. Она за короткий промежуток времени все это в себя впитала, а вы, купив ее, приобретете данные проблемы в свою жизнь. Осторожно нужно быть и с вещами, которые вы покупаете на барахолке, в секонд-хенде, в интернете, так как в данном случае вы не можете проконтролировать то, кому эта вещь принадлежала и кто был ее хозяином. Если все-таки вы решите приобрести такую вещь, вам нужно сразу же по приходу домой ее постирать. Затем поджечь веточку мяты или взять лавровый лист на крайний случай и хорошо ее окурить. Делайте это не спеша, тщательно, при этом проговаривайте такие слова. Мята энергии сильные к данной вещи привлекает, ее ними наделяет, цвет зеленый также в помощь придет, денежную энергию привлечет. Буду ее надевать, счастье буду к себе привлекать, а финансы приумножать. Проделав это простое действие, вы не только напитаете ее нужной светлой энергией, но и будете притягивать денежную энергию в нужном количестве, благодаря чему финансовое положение будет с каждым разом только улучшаться. Если же вещь нельзя постирать, нужно ее очистить с помощью соли и цветочков гвоздики. Насыпьте на сковороду 3 щепотки крупной соли, положите сверху на соль, выложив кругом приготовленные цветы гвоздики. Затем накалите сковороду и в это время смотрите на нее внимательно и думайте о чем-то хорошем. Когда почувствуете запах, переложите все со сковороды в любую емкость, разложите на полу вещь и водите емкостью по ней, проговаривая такие слова. Связь данная вещь со своим прошлым хозяином теряет, его энергетику с моей не смешает, будет мне помогать, светлой энергией ко мне привлекать, успехи благополучия меня окружать начинают, как только данную вещь надеваю. Теперь каждый раз, когда вы будете в этой вещи, вы будете ощущать энергетический прилив и привлекать прекрасные события. Но давайте далее поговорим о том, что ни в коем случае не должно быть в вашем доме, а также о том, от чего вам нужно избавиться, нужно убрать, чтобы не мешать хорошим потокам приумножаться и с легкостью передвигаться по дому и тем самым делать энергетику жилья еще более крепкой. Ну, конечно же, не стоит накапливать и держать в доме газеты, журналы, которые уже не актуальны, так как они будут не только захламлять ваш дом, мешать сильным энергиям по нему передвигаться, но также это будет держать вас на одном месте.
не подпускать к вам новые события, разнообразие и знакомства. Не должно быть в доме и старых открыток, билетов с концертов, которые уже прошли. Пусть даже они оставили о себе самые приятные впечатления. Визитки. Все это будет мешать новым энергиям к вам поступать. И вокруг вас уже не будут меняться энергии, что приведет к энергетическому застою, из-за чего начнет разрушаться биополе, и вы станете подвластны любому негативу или влиянию со стороны. Часто люди сохраняют коробки от покупок, подарков, различные упаковочные пакеты, бумагу, мишуру, бантики, ленточки. И вы знаете, это не только впоследствии создает неудобства, но и собирает пыль, а пыль притягивает негативные энергии. И они, наполняя ваш дом, будут разрушать его энергетику, что негативно скажется на тех, кто в данном доме живет. В нем неприятно будут находиться, тяжело дышать, отношения между членами семьи станут натянутыми, недружественными и проблемными, и из-за любой мелочи будут возникать столкновения характеров. Каждый член семьи будет хотеть, чтобы слушали только его, но сам не будет желать прислушиваться ни к одному другому человеку. Это будет с каждым новым таким вот разом только ухудшаться, что повлечет за собой то, что начнет уходить любовь, которую испытывают к родным и к близким людям, а впоследствии, возможно, и семья распадется. Далее ненужные подарки. Это вещи, которые способны причинить своим присутствием сплошной вред, так как, во-первых, если вы не используете данную вещь или предмет, значит он будет только мешать вам получать что-то желаемое, нужное и новое. Ведь если не избавиться от старого, значит, не будет места, куда прийти чему-то новому. Старайтесь сразу избавляться от того, что вам не нужно. Перепродайте, подарите или же просто кому-то отдайте. Если в этот момент тот, кому вы сделаете такой подарок, испытает удовольствие, отправит мысленно посыл благодарности, а хорошая энергия окружит не только его, но и вас, это поможет вам обрести то, чего вам хотелось. Во-вторых, вы не знаете, с каким умыслом вам дарили данный подарок. Если вы его не используете, вам стоит задуматься. Возможно, вас на энергетическом уровне от него отталкивает, и вы поэтому ощущаете к нему отвращение. Часто люди держат на кухне пакет, в который складывают другие пакеты. Это неправильно, и делать так ни в коем случае нельзя, ведь так вы загрязняете сакральное место в доме, кухню, а использованные пакеты будут притягивать на нее различные энергии. Если вы где-то подобрали негатив, к вашему пакету прикоснулся человек, который излучает зло, то, попав к вам на кухню, они будут распространять данный негатив по всему вашему дому, что скажется на нем очень неблагоприятно. Не должно в вашем шкафу быть порванной одежды, той, которая не подходит вам по размеру, которая устарела, так как она не только будет наполнять ваше жилье тяжелой энергетикой, от таких вещей нужно сразу избавляться. Возьмите за привычку простое правило. Если вы на протяжении года не надели какую-либо вещь, значит вы ней уже и не воспользуетесь. Вам будет хотеться купить что-то новое, но это не придет к вам, так как для него в вашей жизни на данном этапе не будет места. И ваше желание так и останется желанием, что доставит вам неприятное ощущение, тем самым нарушит поступление сильных и нужных энергетических потоков в вашу жизнь. Чтобы не создавать себе ненужные проблемы и не думать, как потом поступать с накопившимися вещами, которые вам не нужны, которые вам не интересны, научитесь покупать только нужные вещи. Пусть их будет немного, но они будут дорогими, фирменными, красивыми. Надевая их, вы будете ощущать себя на высоте, притягивать счастье, радость, а также носить их с удовольствием. И вы будете снашивать и чаще обновлять. Попробуйте, вам обязательно понравится. Начните, и вы увидите, как ваша жизнь изменится при таком обращении с вещами в лучшую сторону. Срочно уберите мелочь с холодильника, так как холодильник окружает энергия изобилия. А мелочь, та, которая находится на холодильнике, будет мешать поступать ей в нужном количестве в ваш дом. И изобилие может покинуть его. И вы не сможете из-за такого поступка покупать продукты, которые ранее наполняли ваш холодильник. Будут постоянно возникать какие-то непредвиденные ситуации, с которыми будет сложно справляться. А жизнь всех членов семьи будет только
ухудшаться. Поэтому следите за чистотой холодильника. На нем ничего не должно быть прикреплено, даже такого, как магнитики, так как они также мешают энергии изобилия спокойно функционировать. Ставьте только несколько, которые будут вас заставлять улыбаться и которые несут в себе самые приятные, теплые и нежные воспоминания. На холодильнике лучше разместите зеленую свечу и раз в неделю ее поджигайте. Выберите день недели, какой вам здесь подскажет именно ваша интуиция. Гореть она должна не менее 3-7 минут. И в этот период нужно трижды проговаривать такие слова: «Изобилие, дом мой, наполняй», чтобы все, кто в нем живут, нужду никогда не ощутили и только счастливой жизнью жили. Огонь, помоги, энергию изобилия приумножь и распространи. Если кто-то негатив в дом принес, его убери и прочь отгони. Так вы будете не только привлекать изобилие, но и очищать энергетику своего жилья. Не должно быть на кухне быть и старых специй, приправ, круп, так как это все будет притягивать бедность в ваш дом. Старайтесь не накапливать продукты, чтобы не потерять финансовую стабильность и денежную энергию. Не должна на вашей кухне быть и надбитая, поломанная, со сколами кухонная утварь. Пустые банки, так как все это будет притягивать в ваш дом негатив, который будет передаваться еде, а вы вместе с ней будете этот негатив принимать в пищу, что быстро отразится уже на разных сферах вашей жизни. Пустые банки, бутылки способны притягивать пустоту и безденежье. Поэтому, если даже вам нужно, чтобы в доме было немножечко пустых банок, положите в каждую из них по лавровому листику, проговаривая при этом такие слова: «Лист пустоту в дом не привлекает, а вот деньгами его наполняет. То, что в доме находится, все приумножается, светлые и сильные энергии по нему распространяются». Проговорив эти слова, закройте пустую банку, а бутылку крышкой. Так вы не только убережете себя от денежных проблем, но вы притянете денежную энергию и запустите их в непрерывное русло. Не должно быть и непарной посуды. Это в особенности касается чашек, так как это приведет к проблемам в семье, к разногласиям. Даже в самой крепкой семье может произойти сильные ссоры, которые и очень испортят отношения. Не стоит сохранять игрушки, которыми не играют уже ваши дети или те, которые ребенок уже перерос по возрасту. Ваш ребенок должен постигать постоянно что-то новое, находиться в жизненном движении, а вы должны ему в этом помогать, а также притягивать новые события и светлые энергии в его жизнь, чтобы жизнь ребенка была благополучной и счастливой. Не стоит накапливать и старую косметику, так как это не только не полезно для вашей кожи, но и во время использования вы будете притягивать энергии, которые неблагоприятно могут сказаться на вашей внешности. И вы сами этому поспособствуете, ведь соглашаетесь на старую косметику, которой у женщин вообще быть не должно. Воздержитесь и от присутствия лаков сроков годности, которых уже истек, так как через наши руки к нам поступают энергии, а если лак просроченный, он будет притягивать к вам только негатив. Поэтому обязательно следите за своими руками, ухаживайте за ними и притягивайте с их помощью светлые энергии. Не должно у женщины быть старого и потрепанного нижнего белья, так как это притягивает энергии, которые отбирают у женщины излучаемый ею свет, а также сексуальность. Поэтому, если у вас есть такое нижнее белье, срочно избавьтесь от него, чтобы женские энергии поступали к вам, а вы их продолжали излучать, и это будет положительно влиять на ваше настроение, на ваше внутреннее самочувствие. Глядя на вас, будет казаться, что вы светитесь. Позволяйте себе больше себя баловать, и вы увидите, как это поможет вам раскрыться, увидеть себя с новой стороны. Новые идеи и приятные события будут вокруг вас постоянно. Во время сна человек больше всего подвержен влиянию со стороны, поэтому важно следить за состоянием кровати. Она не должна шататься, скрипеть, так как если на такой кровати будет спать пара, то влечение со временем уйдет из их жизни. Нельзя спать на сбитых старых подушках, так как это привлечет бессонницу. Подушки нужно периодически менять. Если не получается это делать, возьмите за правило раз в год их чистить. Не должно быть и рваного, потрепанного
качественного постельного белья, так как к такому белью могут притягиваться злые сущности, которые и вызовут страх перед ночью и будут разрушать биополе. На постельном белье не должно быть латок, заштопанных дырочек, катышей, затяжек, так как это все притянет к вам неудачи, апатию и депрессию. У вас пропадет интерес к чему-то новому, вы перестанете желать добиваться успехов. Белье должно быть красивым, целым и обязательно выглаженным. Тогда сон и энергетика будут в порядке. Стоит подбирать белье с соответствующим рисунком и расцветкой, и оно будет помогать вам держать себя в тонусе, соблюдать гармонию в жизни и притягивать приятные сны. Желательно хотя бы раз в год приобретать один новый комплект постельного белья, застилать его и думать о том, что бы вы хотели, чтобы в течение года у вас произошло. И вы знаете, обязательно вы в течение года и получите. Поэтому окружайте себя, пожалуйста, только тем, что вам нравится, от чего вы получаете удовольствие. Не забывайте следить за физической чистотой дома и, конечно же, энергетической. Тогда ваш дом всегда будет полной чашей изобилия, а жизнь у каждого члена вашей семьи будет прекрасной и успешной. Трудно не согласиться, что это стоит вашего внимания и вашего труда. Прямо сейчас ставьте лайк, а в комментариях напишите: «Я привлекаю все мыслимые и немыслимые блага в свою жизнь». Истинно да будет так. И пусть Вселенная, друзья, это все приумножит. Кто спрашивал, как можно нас поддержать, нашу команду, отправить донат, друзья, ссылка в описании к этому видео. Так прямо и написано. Благодарность можно выразить по ссылке. Любая сумма, которую вы считаете важной и нужной, отправляйте, нам будет приятно. А те, кто нас поддерживает, мы вас очень благодарим. Нам это очень приятно и важно. А прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся буквально в следующем видео.